Итак, уважаемые друзья, приветствую вас на нашем канале New Technology. С вами Юля, и сегодня я решила немного сменить репертуар и поговорить не о смартфонах, к обзорам которых уже все привыкли на нашем канале, а о таком гаджете, как умные часы, которые играют в нашей жизни немаловажную роль. Я, например, не всегда могу взять с собой мобильный аппарат, чтобы отдохнуть от звонков и интернета, а вот часы – это отдельная каста, и они со мной практически всегда. Какое-то время я пользовалась фитнес-браслетом от Xiaomi, но была немного разочарована. Можно отметить компактность самого гаджета, но вот все остальное под немалым вопросом. Пришло время сменить фитнес-браслет на часы и рассказать вам, почему именно часы будут более интересным вариантом. У нас сегодня на распаковке и обзоре абсолютно новый продукт от одной фирмы. Понятно, что сам продукт мы распаковали раньше, чтобы иметь возможность погонять часы, протестировать все их функции, все ли работает как надо, и, как всегда, дать самый полный обзор по представленному девайсу. Сейчас эти часы предлагаются по очень хорошей скидке, так что есть возможность получить хороший продукт по демократичной цене. Первое, на чем хочется сделать ударение, как бы странно это ни звучало, именно на внешнем виде самой коробки. Серьезный подход подразумевает серьезное отношение к товару внутри. И здесь коробка выглядит солидно. На белом фоне серебром выделены название и рисунок. Просто и при этом стильно. Мало того, глядя на размеры, и ожидаешь от внутренности чего-то грандиозного. Для подарка просто идеальный вариант. Итак, смотрим, что там внутри. Есть кабель питания для подзарядки, еще один ремешок другого цвета для смены репертуара. Отдельное спасибо производителю за это, и сами часы. Они уже включаются, так как прошли активацию для моего тестирования. По внешнему виду очень похожи на часы от Apple, просто стоят гораздо дешевле. И сразу хочу выделить возможность быстрой зарядки самого устройства. Так как браслет от Xiaomi подразумевает под собой целый процесс, их достаточно трудно сначала достать из корпуса, чтобы зарядить, как и вставить потом обратно. А вот эти часы предлагают компактную магнитную зарядку, которую легонько присоединил, немного подождал, и часы готовы работать дальше. Это очень удобно. Что касается корпуса, то рама по торцам изготовлена из алюминиевого сплава высокой прочности, который устойчив к низким температурам. Помимо этого, корпус защищен от воды и имеет прочное плотное стекло на самом экране. Кстати, хочу отметить, что ремешок гибкий, приятный для руки и в то же время достаточно плотный. За время тестирования никаких неприятных ощущений для руки, не натирает и не давит. Теперь сам экран. Он TFT LCD с размером 1,7 дюйма и разрешением 240 на 280 точек. Яркость экрана отличная и вдобавок регулируемая. Время, день недели, заряд батареи видно хорошо. Кстати, здесь есть несколько вариантов смены картинки на экране. Включается сам дисплей как поворотом запястья, так и нажатием на кнопку сбоку. Вторым нажатием активируется меню, которое здесь очень разнообразно. При этом все настраивается. Есть возможность получать уведомления, так как предусмотрено множество соцсетей. Также продублируется звонок, если телефон глубоко в кармане или в сумке, и вы сможете услышать, что вам звонят, так как вибрация достаточно громкая. Есть менеджер спортивных занятий, всего 10 на любой вкус и вид спорта. Все они настраиваются, чтобы отслеживать время, сожженные калории, дистанцию и пульс. В конце занятия на экране часов появится отчет. Хочу еще сделать акцент на том, что есть возможность управлять музыкой на смартфоне прямо во время упражнений, и для этого не нужно заходить в отдельное меню, как на том же браслете от Xiaomi, где если ты включаешь какое-то упражнение, то оно одно и будет только висеть у тебя на экране. А вот что касается этих часов, то достаточно легко смахнуть пальцем вправо, и все функции управления музыкой перед вами. Очень удобно. Также есть мониторинг сна, отслеживание пульса в течение суток с предупреждением вас об учащенном сердцебиении, подсчет ваших шагов, таймер. Помимо этого есть возможность подключить камеру на телефоне и управлять ею на расстоянии через часы. Вы нажимаете на значок камеры на часах, и включается камера на телефоне. Легким поворотом запястья вы делаете снимок. Работает быстро и корректно. Также для женщин есть отдельный режим в меню. Кстати, производитель дает возможность установки дополнительных приложений, для которых нужно сгенерировать код в этом разделе меню и через него посмотреть и выбрать понравившееся приложение. Я этого не делала, потому как хватает того, что есть. Но для любителей всего и побольше производитель предлагает такой вариант. Также компания не забыла функцию поиска устройства. Есть будильник, который напомнит вам о запланированном событии. Еще хочу отметить удобство настроек самых необходимых функций. Например, смахнув пальцем вниз, я открываю меню, где могу настроить быструю яркость дисплея.
Также режим «Не беспокоить» и будильник. Почему я делаю на этом акцент? Да потому что на Xiaomi у меня несколько раз экран сам менял яркость на более тусклый свет, при этом без моего желания. И на улице ты начинаешь судорожно в меню искать сначала пункт «Дополнительно», где-то там находишь пункт «Настройки» и наконец-то там ты уже видишь пункт «Яркость». И все это на едва видном экране с очень маленькими буквами. Здесь же все более продумано. Теперь, уважаемые друзья, о самом приложении. Когда вы распакуете часы, на экране будет код, сгенерировав который на свой смартфон, вы попадаете на страницу с закачкой этого приложения, и тут сюрприз. Приложение не скачивается, по крайней мере на тот момент, когда я пыталась это сделать. Не страшно, мы запоминаем название самого приложения, которое высвечивает на этой странице, благо оно небольшое, это H-Band. И находим его в Play Market, скачиваем и открываем. Здесь вы попадете на страницу, где вас попросят связать приложение с аккаунтом на телефоне. И если такового нет, вы можете зарегистрироваться через свой e-mail с придуманным паролем и подождать, пока придет код активации. Но если вы не хотите всем этим заниматься, то производитель дает вам возможность просто зайти в приложение без регистрации и активации. Теперь само приложение, уважаемые друзья. Здесь есть мониторинг ваших шагов, в какое время и сколько вы их сделали, и сожгли при этом калории. Мониторинг сна и пульса, опять же с фиксацией времени. Дальше в разделе «Бег» вы кликаете на функцию движения браслета и внизу в выпадающем меню выбираете то упражнение, которое вам необходимо. Затем нажимаете на значок воспроизведения и начинается занятие. Здесь я решила протестировать эти часы на самом занятии, чтобы показать вам, что все работает. Так как, например, на браслете Xiaomi прекрасно подсчитываются шаги, никаких претензий. Но что касается моего любимого вида транспорта велосипеда, то включив этот режим на браслете, через время он просто исчезает с экрана, требуя заново подключения к телефону. Поэтому я тестировала эти умные часы, будет ли на них такая же проблема. Ну и вот показатели моих занятий за один день, уважаемые друзья, перед вами. Ни разу они не отключились ни во время самого передвижения на велосипеде, ни когда шла пешком, ни во время пауз на отдых. Я выключила их сама, когда уже зашла в дом, поэтому могу утверждать, что функция отслеживания движения работает без перебоев. Ну и само меню красивое, разнообразное и все работает очень плавно. Из аппаратной части часов Bluetooth будет версии 5.1. Соединяются часы с телефоном очень быстро. Аккумулятор имеет емкость 260 мАч с заявленной работой на одном заряде до 15 дней. Работать приложение может на Android, начиная с версии 4.4 или iOS 9. Из датчиков отмечу наличие ускорения, гироскопа и датчика сердечного ритма. Размеры самого гаджета – это 43 мм в диаметре, с толщиной в 12 мм и шириной ремешка 19 мм. И теперь, уважаемые друзья, осталось только подвести итог. Часы понравились в первую очередь удобством эксплуатации, продуман быстрый доступ к первоочередным настройкам. Также красивая анимация самих режимов, большой красочный и яркий экран с хорошим выбором самих картинок и хорошо видным шрифтом. Отличная реакция дисплея на прикосновение, по крайней мере я тормозов не увидела, хорошо отслеживает сами упражнения, имеет водонепроницаемый корпус с глубиной до 10 метров под водой и есть интересные приложения с большим выбором настроек. Плюсам, кстати, еще прибавлю внешний вид. Такую коробочку с гаджетом не стыдно подарить кому-то из близких людей. Ну и цена, уважаемые друзья, сейчас их можно купить с хорошей скидкой на AliExpress. Нам доставили эти часики всего за 2 недели в хорошо продуманной в плане защиты упаковки. Вы можете видеть, что на коробке никаких повреждений, так что смотрим и определяемся. Все ссылки на продажу этого аппарата мы разместим в описании под этим видео. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Всем отличного весеннего настроения. Не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки. Те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!